Здравствуйте, друзья! Как журнал Time в прошлом веке видел 2000 год? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Также в описании вы сможете найти ссылку на номер журнала Time от 1966 года. В 1966 году в журнале Time было представлено эссе о мире в начале 21 века. В целом оно во многом повторяло прогнозы визионеров того времени, технические и социальные. Например, прогноз о том, что в наше время лишь 10% будут заняты производительной работой, а подавляющее большинство иметь welfare, базовый доход, и наслаждаться жизнью. Предсказаны интернет и электронная торговля, фермы морепродуктов на замену пахотным землям, искусственное вынашивание детей, победа над некогда неизлечимыми болезнями. Необычное же в этом эссе моральное обоснование такой безбедной жизни в будущем. Человечество предыдущими длительными страданиями искупило первородный грех, и техника нам за это даст рай на земле. Мы публикуем с небольшими сокращениями перевод этого эссе из февральского 1966 года номера журнала Time. Технические достижения. Маршал Маклюин, канадский футуролог, предсказывает, что и колесо, и трасса устареют, уступая место судну на воздушной подушке. Самолеты, перевозящие тысячи пассажиров и летящие со скоростью звука, конечно, станут нормой. Новинкой станет транспортировка с помощью баллистической ракеты, способной достичь любого места на Земле за 40 минут. В исследовании RAND 82 ученых согласились с тем, что постоянная лунная база будет создана задолго до 2000 года и что люди пролетят мимо Венеры и высадятся на Марсе. Использование океана будет радикально преобразовано. Эксперты RAND уже сегодня показывают, что рыбу загоняют и разводят в морских загонах, как скот сегодня. На огромных полях водорослей и других видов морских растений и животных будут работать подводные фермеры. Богатая белками подводная культура, вероятно, будет сначала измельчена, а потом регенерирована для получения вкуса, похожего на стейк или бурбон. Это даст частичный ответ тем, кто беспокоится о возможности голода для растущего населения мира. Одним из наиболее драматических изменений станет климат-контроль. Ученые из Темпа считают, что все потребности США в электроэнергии могут быть обеспечены дюжиной ядерных электростанций по всей стране, каждая из которых имеет мощность 60 тысяч мегаватт. Кроме того, одна такая станция, если бы она была построена на горе Уилсон над Лос-Анджелесом, могла бы поднять тепло, произведенное как побочный продукт, в атмосферу, развеяв смог над городом. Морской бриз может быть втянут далеко на сушу, принеся дожди, которые превратят пустыню между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом в цветущую землю. Домашнее хозяйство. Кухня, конечно же, будет автоматизирована. Домохозяйка вполне может составить свое меню на неделю, поместить необходимые продукты в соответствующие места для хранения и передать программу на небольшой компьютер. Специалисты Стэнфордского института показывают, как механические руки извлекают предварительно выбранную еду, готовят и подают ее. Подобным образом запрограммированные бытовые роботы моют посуду, убирают мусор на конвейерную ленту, движущуюся под улицей, пылесосят коврики, моют окна, подстригают траву. Что касается покупок, то домохозяйка должна иметь возможность подключиться к местному супермаркету по видеотелефону и изучить, например, грейпфрут, не выходя из гостиной. Но среди футурологов, к счастью, есть скептики, и они уверены, что дистанционные покупки, хотя и вполне осуществимые, провалятся, потому что женщины любят выходить из дома, любят обращаться с товарами, любят менять свое мнение. Но одна вещь случится наверняка – это электронное извлечение информации. Содержимое библиотек и других форм информации или образования будет храниться на компьютере и мгновенно получаться дома при наборе кода. Труд и общество. В автоматизированной промышленности компьютерами будут заменены не только работники физического труда, но также секретари и большинство менеджеров среднего звена. Остальные руководители будут нести ответственность за основные решения и долгосрочную политику. Такое общество покажется праздным по нынешним стандартам. Согласно одной из оценок, только 10% населения будут работать, а остальным придется платить пособие. Это не настолько радикальное изменение труда, как кажется. Даже сегодня только 40% населения работает,
не считая труда, выполняемого домохозяйками или студентами. К 1984 году человек проведет первую треть своей жизни, или 25 лет, получая образование, только вторую треть работая и последнюю треть наслаждаясь плодами своего труда, то есть выходя на пенсию в 50 лет. К 2000 году машины будут производить так много всего, что все люди в США будут фактически состоятельными. Благодаря государственным пособиям даже неработающие семьи будут иметь ежегодный доход 30-40 тысяч в долларах 1966 года, то есть в нынешних долларах до 100 тысяч на семью. Как осмысленно использовать досуг станет серьезной проблемой, и Герман Кан, американский экономист-кейнсианец, директор Гудзоновского института в то время, предвидит общество, ориентированное на удовольствие, полное здорового вырождения. Есть некоторые футурологи, которые мрачно ожидают, что в таком обществе небольшая избранная элита станет руководить бессмысленным множеством людей, которые будут довольны развлечениями. Но большинство футурологов все же считают, что работа все равно будет единственным способом получить ответственность и власть. Медицина. Почти все эксперты согласны с тем, что бактериальные и вирусные заболевания будут практически уничтожены. Вероятно, артериосклеротическая болезнь сердца также будет ликвидирована. До 2000 года, скорее всего, будет обнаружена причина, вызывающая рак. Самая захватывающая и для некоторых самая пугающая перспектива – химическая и электрическая коррекция мозга. Доктор Дэвид Креч, профессор психологии в Калифорнийском университете, считает, что отсталые дети будут диагностированы при рождении, а химиотерапия позволит им функционировать как нормальным людям. Потеря памяти, сопровождающая старость, будет устранена. В целом контроль над перекосами личности будет широко развит задолго до 2000 года. Если жена или муж кажутся необычно ворчливыми в тот или иной вечер, говорит Рэнд Олаф Хелмер, в то время главный исследователь в Рэнд, супруг может заскочить в аптеку на углу, купить немного таблеток против плохого настроения и добавить их в кофе. К 2000 году симбиотическая связь между мозгом и компьютером также может уже находиться на экспериментальной стадии. Еще более важной перспективой является расшифровка ДНК. Биологи считают, что до конца столетия им удастся изменить информацию, содержащуюся в ДНК. Если это так, то со временем станет возможным контролировать форму или цвет будущих людей. Генетическое вмешательство может улучшить способность к обучению. Хадсон Хоаглунд, исполнительный директор Вустерского фонда экспериментальной биологии, считает, что таким образом человек станет единственным животным, способным управлять своей собственной эволюцией. Медицина находится в состоянии возбужденного ожидания. Уже широко обсуждаемые сегодня искусственные органы, сердце, легкие и желудки станут общедоступными к 2000 году. У слепых и глухих появится новое зрение и новый слух. Радар будет сканировать окружение слепого, передавая информацию либо через звуки, либо через вибрации. Подобное устройство позволит глухим услышать. Искусственные руки и ноги могут быть моторизованы и компьютеризированы. Возможно, они будут связаны с мозгом. Дети смогут выращиваться в искусственной матке. Некоторые футурологи менее оптимистичны. Они беспокоятся не только о социальной проблеме того, кто будет контролировать эту искусственную эволюцию, но и также о непредвиденных побочных эффектах, таких как генетические мутации. Международные отношения. Социально-политические изменения прогнозировать гораздо сложнее, чем технологические. Футурологи всерьез рассматривают такие возможные проблемы: неспособность слаборазвитых стран догнать развитые, угрозу войны, перспективу сверхправительства. Некоторые футурологи, такие как Бакминстер Фуллер, архитектор, дизайнер и пропагандист ВИА в то время, считают, что на общем фоне благополучия политика просто исчезнет. Другие предсказывают, что все более гомогенизированная мировая культура увеличит дружелюбие международного сообщества, хотя эксперты Рэнд оценивают вероятность крупной войны до конца столетия в 20%. Эммануэль Местена из Гарварда, исполнительный директор 10-летней программы IBM по технологиям и обществу, считает, что впервые после Золотого века в Греции западный человек обрел самообладание и справедливо поверил, что он может сделать все, что угодно. «Моя догадка, — говорит Местена, — это то, что человек, возможно, наконец искупил свой первородный грех
и теперь может стремиться к блаженству. Главное же послание футурологов состоит в том, что человек не пойман в ловушку нелепой судьбы, но что он может и должен выбирать сам свою судьбу. Технологическое подтверждение свободы воли. Вот так в 1966 году американские ученые-футурологи видели 2000 год. А как вы думаете, почему эти прогнозы сбылись так мало? Почему резко развивавшуюся в 20 веке науку словно затормозили в 21 веке? Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.